Приветствую всех, друзья! Это второе видео по веб-паку, и в этом видео мы как раз таки поговорим про препроцессоры, подключим CSS препроцессор и разберемся, как вообще работать с CSS файлами. На самом деле подключать препроцессор это достаточно легко, в этом нет ничего сложного, поэтому в этом видео мы будем больше оптимизировать конечный CSS код, то есть по-правильному его поджимать, по-правильному подключим пост CSS плагина. И в конце видео напишем общий каркас для стилей, чтобы легче было адаптировать проект в самом конце. То есть на самом деле это очень важно, то как изначально пишутся стили, потому что от этого как раз таки зависит то, сколько времени потом мы будем тратить на оптимизацию. Точнее, на адаптивность. Мы как раз делаем такой подход, чтобы мы на адаптивность тратили максимум минут 20. Ну и также мы по-правильному минифицируем наш код, потому что просто код в одну строку минифицировать, это на самом деле не очень правильно, потому что правильнее его еще сильнее поджимать. Ну и давайте посмотрим, что мы сделали, в принципе, в предыдущем видео. В предыдущем видео мы установили Babel, то есть кинули его на обработчик всех JavaScript файлов. Мы установили как раз таки Babel 7 версии, Babel Loader установили. И разобрались, собственно говоря, с тем, как подключать все-таки библиотеки на примере Vue.js. То есть вот мы подключили библиотеку Vue, написали также какой-то код в ES6 синтаксисе, и в итоге на выходе в папке dist мы получили код, который поддерживается, в принципе, всеми браузерами, в отличие от того, который написан здесь, потому что здесь стрелочная функция. Ну и давайте начнем. Для начала мы разберемся с тем, как подключать CSS файлы. Хотя давайте лучше сразу же разберемся из CSS, из SCSS. В CSS мы создадим новый файл main.css. И в SCSS мы точно так же создадим новый файл main.scss. Просто чтобы видео не затягивать, там в принципе подход один и тот же у обработчиков. Поэтому можно сразу же обработать несколько файлов. Но давайте, чтобы было не сильно тяжело, сначала все-таки с CSS поработаем. На самом деле это пример затертый до дыр, но суть этого примера в том, что когда мы подключаем main CSS файл, мы его должны подключить в index.js. То есть то же самое, что мы делали с импортом JS файла common. То есть то же самое мы делаем с CSS. Мы пишем CSS, далее пишем main.css. При таком подходе мы импортируем, давайте остановим. При таком подходе мы импортируем как раз таки CSS файл в JavaScript. И Webpack все, что делает, он текущий файл main CSS, либо же main SCSS, он будет нам прописывать web.js. На самом деле это не совсем правильно, потому что файл CSS должен быть отдельно от JavaScript. Поэтому нам нужно установить плагин, который будет нам как раз таки отделять JavaScript код от CSS кода. И у нас в папке dist будет, помимо app.js, будет также файл app.css. Давайте, в принципе, это сделаем. Здесь он нам пишет, что мы не подключили CSS Loader, и в принципе правильно делает, потому что мы его действительно еще пока что не подключили. И давайте установим плагин. Для того, чтобы, собственно говоря, отделять наш JavaScript код от CSS кода. Есть два плагина, которые это делают, то есть два такие самые популярные. Первый плагин это Mini CSS Extract плагин. Второй плагин это CSS Extract плагин. На самом деле разницы у них как таковой нету, я покажу на примере Mini CSS Extract плагин. Потому что Mini все-таки лучше работает с Webpack 4, потому что на самом деле CSS Extract плагин до сих пор находится в бете. То есть если вы будете ставить как раз таки Extract плагин, то вам нужно будет его прописывать через собаку next. То есть npm CSS Extract плагин собака next. То есть с таким подходом. Мы же установим сейчас, давайте посмотрим. Ну вот в принципе здесь все написано, поэтому текущую строчку кода можно удалить. На самом деле, как я и сказал, разницы как таковой нету между Mini и CSS Extract плагин. Но на самом деле в CSS Extract плагин есть некоторые баги. То есть кому интересно, могу скинуть ссылку. Там человек написал, в принципе, все баги, которые есть в CSS Extract плагин. И также написал то, что они все пофикшены в мини-версии. Но там на самом деле такие баги, с которыми обычный пользователь навряд ли столкнется. Это если уже углубленно разбираться с ними обоими, тогда можно их заметить. Итак, все, что мы делаем дальше, это обрабатываем наш CSS через mini-extract плагин. То есть это некий лодер, который нам позволит разделить CSS и JavaScript файлы. И давайте теперь его подключим. То есть здесь мы обращаемся к нему, и, соответственно, нам нужно вывести константу. Далее написать точно так же require
На самом деле, все, в принципе, то, что мы прописываем через require, это мы обращаемся как раз-таки к package.json. То есть вот мы только что его поставили, этот плагин. Соответственно, копируем и вставляем его сюда. То есть обращаемся именно к нему. Далее, в принципе, как и во всех плагинах, нам нужно их зарегистрировать. Регистрировать мы будем их в самом конце, в разделе Plugins. То есть это массив, в который мы передаем каждый наш новый плагин. Здесь у нас идет файл name. Про чанки мы пока говорить не будем. Так вот, файл name у нас идет name. Из предыдущего видео вы знаете уже то, что текущие неймы, они ссылаются на ярлык app. То есть файл CSS на выходе будет называться app.css. Можно на самом деле написать email CSS, но лучше всегда писать name. Также, поскольку мы установили этот плагин, у нас есть еще CSS loader. Поэтому давайте его тоже установим. Пропишем npm install safe-dev, поскольку это среда разработки как раз таки. И установим наш CSS loader. Также помимо CSS loader, давайте установим еще style loader. Нажимаем Enter. И теперь в индекс HTML мы можем то же самое прописать, в принципе, в наш link. Мы опять же знаем то, что у нас файл на выходе попадет в папку dist, то есть именно сюда. И мы знаем то, что он будет называться app.css. Поэтому здесь так и напишем. dist app.css. Подождем, пока у нас плагины установятся. Точнее, правильно будет сказать не плагины, а пакеты. Вот они уже установились и попали как раз таки в dev dependencies. То есть вот он CSS loader, вот он style loader. Они как раз таки нужны, чтобы обрабатывать наш CSS код. Теперь запустим npm run build. И вот мы видим в папке dist теперь есть файл app.css. На самом деле мы сюда ничего не написали. Давайте в wrapper зададим, например, displayFlex. Пересоберем еще разок. Итак, у нас файлы пересобрались, и мы видим то, что web.css у нас в принципе то же самое. То есть теперь мы как раз таки разделяем наш JavaScript код и CSS файлы. То есть когда мы будем импортировать в index.js файлы с расширением CSS, то есть это не обязательно могут быть файлы из нашего проекта, это могут быть файлы из каких-либо библиотек, то есть как мы в предыдущем видео делали с Bootstrap, для примера. То есть сейчас все эти файлы с расширением .css они у нас обрабатываются в нашем файле конфигурации. И, соответственно, сейчас мы можем делать, в принципе, с ними все что угодно. Ну и давайте, в принципе, на этом CSS закончим. Мы потом к нему еще вернемся. Давайте сейчас обработаем SCSS. На самом деле мы помимо CSS лодера также установили style loader. Поэтому можем прописать его здесь. Единственное в строковом. Далее мы можем подключать все таким способом. Но такой способ не очень удобен, то есть когда мы в массив передаем какие-то параметры именно так. Нам лучше всего в массив как раз таки, то есть в массив user передавать именно объекты. И далее уже работать с объектами. На самом деле в этом есть большой плюс. И сейчас вы поймете, в чем именно этот плюс заключается. То есть поскольку это объект, нам нужно первым параметром указать loader. Loader у нас как раз таки будет CSS loader. В принципе то же самое, что мы писали здесь. Далее, как раз таки благодаря объекту мы можем очень легко прописывать конфиг. Конфиг обычно всегда прописывается в options. Для CSS лоудера есть огромное количество параметров, то есть можно разбивать что-то на чанки и так далее. В этом видео мы как раз рассмотрим самое элементарное. Это source map и напишем здесь true. Пока что она работать не будет, потом мы подключим как раз таки карту сайта, но мы это сделаем как раз таки тогда, когда разобьем наш веб-пак конфигурации на 3 файла. Об этом я говорил в предыдущем видео, это делать нужно обязательно, потому что один файл конфига это совсем неправильно. Поэтому лучше всегда их разбивать. Подключим, точнее давайте лучше я просто скопирую, чтобы особо ничего не писать. SAS loader. И теперь давайте установим, собственно говоря, SAS loader. npm install SAS loader. И также, чтобы обрабатывать SAS файлы, нам нужен будет еще node SAS. Далее все это кинем в safe-dev, опять же. И сейчас у нас, в принципе, все то же самое. Давайте здесь забьем h1, где укажем color. Давайте лучше все-таки red укажем, чтобы нагляднее у нас это все отображалось. На самом деле, забегая вперед, скажу то, что нам не обязательно использовать именно SCSS. Здесь может быть и stylus. И все, что нужно будет сделать, это здесь поменять, например, на stylus. И далее здесь установить stylus loader. То же самое с лесом, просто меняются лоудеры.
То есть на самом деле Webpack заточен как раз таки на обработке каких-то файлов и на лодерах. Если понять то, как это все работает, то считайте, что вы с Webpack уже разобрались. Итак, поставим все-таки SCSS. Так, единственное, что нам еще осталось, поскольку мы кинули SCSS обработчик, то нам осталось в index.js точно так же подключить файл main.scss. И теперь можно запускать npm run build. Итак, у нас собрался наш проект. Если мы сейчас посмотрим файл app.css, который получился на выходе, то у нас уже есть h1 заголовок. То есть именно сейчас мы как раз таки можем обрабатывать наши main.css файлы, но это еще не самое главное. Давайте все-таки разберемся с post.css плагинами. На примере как раз таки начнем именно автопрефиксера. То есть вот он у нас автопрефиксер. Это как раз таки post.css плагины, и для post.css плагинов нам нужен будет еще один обработчик, то есть post.css. Здесь есть подробная документация о том, как именно использовать post.css плагины. На самом деле post.css плагинов огромное количество, то есть вот они все. То есть их тут действительно много, и можно подключить действительно все что угодно. То есть это есть и линтеры, CSS Nano, в принципе, мы сейчас его подключим и так далее. То есть огромное количество плагинов. И мы сейчас сделаем так, чтобы нам их было как раз таки удобно подключать. Для этого мы создадим файл postcssconfig.js. Можно кинуть его в src, можно кинуть в папку JS. Давайте закинем его в папку JS. Конечно, если конфигурации будет больше, чем 2, в папке JS можно создать просто дополнительную папку config, где храните эти конфиги. Далее все, что нам нужно будет сделать, это сделать модуль export, где мы будем как раз таки прописывать в массив все наши плагины, которые мы будем подключать. То есть мы будем подключать автопрефиксер, CSS Nano, и точно так же мы будем подключать MQ Packer. То есть это Media Query Packer, который будет нам все медиа запросы сжимать в один файл. Об этом мы поговорим в конце, то есть зачем он нужен. Так, единственное, MQ Packer более правильно будет кинуть повыше. А в CSS Packer мы можем точно так же к нему обратиться и передать какие-то настройки. То есть мы можем делать это то же самое с автопрефиксером. Но давайте все-таки разберемся сейчас с CSS Nano. То есть CSS Nano, он как раз таки нам будет минифицировать наш код, при этом делать очень по-умному. Давайте напишем default, дальше точно так же что-то будем сюда передавать. И первое, что нам нужно передать, это discard comments. И здесь давайте сделаем remove all. И поставим как. То есть во все, в принципе, плагины мы можем передавать какие-то такие настройки. То есть в данном случае настройки стандартные, и все, что они делают, это просто удаляют комментарии. В принципе, незачем человеку на продакшене видеть те комментарии, которые мы пишем в main.css. Вот, в принципе, и все. Мы CSS Nano установили, теперь нам остался только автопрефиксер. Давайте в package.json. В принципе, такие вещи, они записываются именно в package.json. Далее прописывается browsers list, в который передается какой-то массив. И здесь, в принципе, если вы не знаете, что писать, не знаете, какие настройки использовать, то можете использовать именно третьи, то есть те же, которые использую я. Они хорошо сочетаются с Flexbox, а в принципе вообще совсем они хорошо сочетаются. Вот, в принципе, и все. Теперь давайте, собственно говоря, установим все наши плагины именно в package.json. Для этого напишем npm install post.css. Post.css. Так, единственное, post.css вместе, а вот loader через дефис. Далее мы точно так же установили в post.css config плагин автопрефиксера. Поэтому тоже его сюда перекинем. MQ Packer и CSS Nano. Так, он у нас выдает ошибку о том, что он не может найти MQ Packer, потому что мы забыли добавить CSS. То есть вот они все наши плагины. Нажимаем Save Dev. Я их сюда вынесу, даже повыше. То есть на самом деле весь исходный код будет на GitHub. Я точно так же в комментариях скину все ссылки на эти плагины, поэтому в принципе никаких проблем не будет. Итак, у нас все установилось. Я в принципе выписал все плагины даже сюда. Единственное, опять же, мы сделали небольшую ошибку. Мы написали MQ Packer сюда, а плагин все-таки называется CSS MQ Packer. Поэтому
принципе, можно даже посмотреть в package.json, то есть здесь тоже идет CSS Kubepacker. Поэтому это единственное, что нужно исправить. И далее в webpack config нам нужно передать, собственно, post CSS loader. Поэтому здесь напишем post CSS loader, после чего как раз таки укажем настройки. То есть можно также включить карту. И все, что нужно будет сделать дальше, это прописать конфиг. И в нем мы укажем path. Path у нас будет идти из src.js post css.config.js. И в принципе давайте теперь все эти настройки как раз таки скопируем и вставим в CSS файлы. На этом в принципе все. Давайте теперь запустим npm run build. Итак, у нас все собралось. Теперь давайте откроем наш app.js. Итак, у нас единственное, что не работает, это автопрефиксер. Так, автопрефиксер. Так, здесь browser's list как раз таки L с маленькой буквы. Запустим еще раз. Откроем файл app.css по новой и видим то, что у нас проставились все наши префиксы. То есть именно так работает автопрефиксер. Теперь у нас DisplayFlex будет корректно отображаться во всех браузерах. А теперь давайте сделаем еще кое-что. То есть h1 заголовок немного поменяем на h3 и попробуем пересобрать наш проект. На самом деле такой код он в проектах встречается достаточно часто, потому что это может быть не обязательно h1 заголовок, это могут быть какие-нибудь wrapper, у которых по дефолту будет стоять значение DisplayFlex, Align Items Center. И таких wrapper'ов на самом деле может быть очень много, особенно когда у вас SCSS куски разбиты. То есть просто сложно контролировать такой код. Он, понятное дело, всегда повторяется. И как раз таки текущий плагин нам что делает? Он весь наш код объединяет. То есть вместо такого, как обычный какой-нибудь минификатор, он мог написать бы что-то наподобие такого. Что было бы, в принципе, не совсем емко. И на самом деле, если здесь был бы DisplayFlex, Align Items Center и так далее, то такого кода было бы много. Этот плагин достаточно умный, и вместо такой большой записи он нам весь код анализирует и сокращает все вот до такого состояния. Теперь давайте напишем общий каскад для нашего SCSS. Я сейчас, в принципе, это сделаю и вернусь. Итак, вот я и вернулся. На самом деле, сразу говорю, не пугайтесь. Сейчас я все объясню. Первое, что мы делаем, мы импортируем из utils libs липсы. То есть здесь как раз таки будут находиться все библиотеки. То есть их можно импортировать либо в index.js, вот таким вот образом. Но опять же, если вы используете такой способ, то это оправдано. Если вы используете такой образ, точнее такой способ, то вы просто засоряете index.js. Поэтому такие библиотеки лучше перекидывать в SCSS. Да, то есть из node модуля сделать это таким образом. На самом деле есть некоторые исключения, можно иногда кидать в index.js, но в большинстве случаев CSS библиотеки кидаются вот таким вот образом, а SAS библиотеки кидаются таким образом. То есть все, что изменяется, это то, что в SAS не дописывается .scss, а в CSS как раз таки дописывается. То есть вот на примере Normalize, как это делается. Теперь перейдем дальше. Дальше идут vars. Вот они vars. На самом деле я пришел из стайлоса, поэтому я пишу так. Если вы считаете, что так писать неправильно, и вы давно работаете с SCSS, это самое главное, то можете написать в комментариях, я все исправлю. Здесь на самом деле идут все, в принципе, переменные. Мы к ним еще вернемся. Но так, вкратце я также добавил цвета. То есть такие некие универсальные, можете их использовать. Я пришел к выводу, что такие цвета для демонстрации они лучше всего подходят. И также не повторяйте моих ошибок, не пишите, например, на success color, например, green color. Потому что green color легко может измениться, например, в красный цвет.
Когда вам, например, заказчик скажет, то, что он хочет зеленый цвет поменять на красный, соответственно, green color будет с красным цветом не совсем круто. Поэтому лучше здесь всегда писать success color и дальше как раз таки ссылаться на цвет, который будет success. Дальше идут пиксели, то есть это как раз таки что касаемо адаптивности. На самом деле, если вы поймете вот этот момент, то вы адаптивность будете делать буквально за 10-15 минут. Сейчас мы, в принципе, к нему перейдем. То есть здесь вот как раз таки идут миксины. То есть миксины это на самом деле самая крутая штука, которая есть в препроцессорах. Первый миксин, в принципе, самый легкий, это size. То есть можно писать отдельно viz, там, например, 100%, high 80%. Можно написать просто size и передать сюда, например, 100%, 80%. То есть прямо сюда. Вместо того, чтобы писать viz и high. Можно передать просто 100%, тогда у вас viz будет и high равна 100%. То есть тоже помогает немного сократить код. Также placeholder. То есть можно указать просто placeholder и далее передать контент точно так же в скобках. Ну, это, соответственно, в коде, чтобы не писать все placeholder. Также самая крутая штука это как раз таки ремы. Я не буду лукавить, я этот миксин скопировал вот отсюда. И сейчас объясню, что он делает. Опять же, в стайлосе я его постоянно использовал. И вот этот миксин как раз таки помогает нам сократить код. Очень-очень сильно. То есть в чем заключается смысл? Мы на HTML подвешиваем font size, main font size, который у нас берется из vars SCSS. Он у нас 18 пикселей. Соответственно, дальше мы подключаем медиа запросы. Кстати, про медиа запросы. Мы подключили плагин в PostCSS config.js, то есть MQ Packer. Поэтому мы таких медиа запросов можем подключать сколько угодно. Он нам все запросы эти сожмет. То есть я даже уже, в принципе, собрал проект. То есть вот как это работает. Так. Да, вот он у нас запрос идет на 1280. И вот он нам все запросы, которые у нас есть с запросом 1280, сжимает воедино. Потом у нас идет запрос на 1980 и точно так же все воедино, 700 и так далее. То есть без этого плагина у нас бы все эти запросы валялись в коде, что тоже было бы не круто. Так вот, вернемся к самому интересному. Здесь у нас происходит уменьшение фонт-сайза в зависимости от ширины экрана. И дальше что мы можем делать? Дальше мы можем писать, например, в заголовку h1 font size rem20. То есть rem20 мы ссылаемся как раз таки на текущий миксин. Да, то есть вот оно. И он в свою очередь, что он делает? Он контент берет main font size. Main font size, мы помним то, что он у нас 18 пикселей. Соответственно, он делит нам пиксели на 18, чтобы получить... То есть он ремами преобразует миксины. И далее мы просто в рэперу h1 задаем rem20 и смотрите, какая у нас происходит просто магия. Вот у нас rem заголовок h1, вот font size 20 пикселей. Мы чуть-чуть сжимаем экран, у нас font size стал 17 пикселей. Еще сжимаем экран, у нас 15 пикселей. И то есть на самом деле таких настроек можно указать очень-очень много, и они как раз таки указываются именно здесь. То есть благодаря обычному рему, который как раз таки ссылается на font size, и благодаря переобразованию, то есть благодаря этому миксину, где он здесь, вот он. То есть этот миксин служит для того, чтобы мы не сидели с калькулятором и сами все это дело не пересчитывали. То есть он это за нас делает. И у нас, соответственно, сокращается огромное количество, точнее, медиа запросов. То есть мы можем просто писать, например, в рэперу font size 20 пикселей. И у нас будет автоматически происходить адаптация. То есть, опять же, 20 пикселей, 17 пикселей. То есть, если бы мы это не делали, то мы бы писали бы точно такой же медиа запрос здесь на h1, где указывали бы, например, здесь писали бы, да, 20 пикселей, далее бы 16 пикселей и так далее. И на самом деле это не очень круто, потому что таких запросов действительно очень много. Вот с таким вот подходом можно их просто сократить, свести их к минимуму, и я действительно адаптацию сделаю за 10-15 минут. Потому что я использую Flex, и во Flex все, что нужно поменять, это поставить Flex в wrap и поменять, собственно говоря, viz. На самом деле,
видео уже, да, я так смотрю, нам на самом деле затягивается. Поэтому в следующем видео мы продолжим, потому что можно много чего еще добавить. Вся сборка будет на гитхабе, можете пользоваться. Можете также написать в комментариях вот по такому коду. Если это неправильно, то можете меня поправить, потому что в стайлусе как раз таки так пишется. На самом деле main CSS, то есть здесь прописывается также body, прописывается box sizing, border box, то есть тоже достаточно обязательно настройка, сбрасываются все маржины, у ссылок сбрасывается текст decoration и также секция, то есть на самом деле тоже очень важно, потому что каждый блок на нашем сайте всегда правильно делать через секцию. То есть если у вас идет индекс HTML, да, то здесь вы просто указываете section, и здесь идет wrapper. Новая секция идет в новом wrapper, то есть такой подход он всегда более правильным считается, когда вы секции разбиваете на секции. И секции потом приписываете ID-шник, например, там main что-нибудь там. Вот, такой подход он является всегда более правильным. Так, давайте посмотрим быстренько, что у нас дальше идет. То есть, ну, на секции, опять же, просто убирается пэддинг. То есть, на самом деле, мы можем сейчас задавать пэддинг даже здесь. То есть, rem 40. И у нас, соответственно, этот рем будет меняться в зависимости от того, как у нас меняется стиль здесь. Но если что-то глобальное, то лучше все-таки прописать вот так вот. То есть более удобно редактировать. Также идет wrapper, контент wrapper, контейнер. То есть у контейнеров тоже на самом деле идет некий сброс. Так, единственное, я здесь написал немного неправильно. Но в исходном проекте вы все равно увидите все правильному. Все по-правильному написано будет там. Вот. А далее в самом конце подключается обычно модули, где идут какие-то модули, как раз таки, которые расписаны в секциях. Ну и в принципе на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Можете поставить лайк этому видео, написать в комментариях, что вы думаете, и подписаться на канал. Ну и в принципе все. Увидимся в следующем видео.